Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я предлагаю вам связать спицами нежнейший джемпер из пушистой пряжи. Пряжу можно подобрать любую. В моем случае сегодня я буду вязать вам и делать расчеты для пряжи из альпаки. А вы можете использовать мохер, ангору, все что угодно. Много говорить про данную модель, наверное, не стоит. Красота этого узора говорит сама за себя. Модель очень красивая, подойдет на любой возраст и на любой размер. Связана очень простыми узорами, несложными. И в то же время очень эффектно смотрится. Если вы хотите себе что-то подобное, если в вашем гардеробе не хватает именно этой изящной вещи, то мы с вами приступаем к полнейшему разбору. У нас будет схема, выкройка, и мы будем составлять инструкцию на размеры 46, 48, 50, 52. В сегодняшнем видеопроекте будем разбирать именно эти российские размеры. Для перевода в европейские вычти из этих цифр число 6, получится европейский размер. Сейчас я вам могу приблизить этот узор, хотя и так хорошо видно. Смотрите, вот так он выглядит, этот узор. Довольно легко я нарисовала схему, ничего сложного нет. Никаких объяснений, как вязать этот джемпер, я не нашла в интернете. Я просто увидела красивую эффектную фотографию и решила, что очень-очень заманчивый узор, очень красивая модель. Надо уделить ей внимание и рассказать, составить проект, как вязать эту красоту. Очень меня заинтересовало. Я не знаю, кто вязал это, связано это спицами или это машинная вязка, но мне кажется, что это ручное вязание. Вот, у нас с вами, видите, используются различные узоры. Значит, спинка перед связана одним узором, а рукава связаны другим узором. На фоне лицевой глади у нас вот такие ажурные дорожки. Я схему тоже для рукава нарисовала, как вязать. Так что мы с вами свяжем сегодня по схеме данный образец узора. Я думаю, что у вас не возникнет никаких сомнений, что узор простой. И справятся даже начинающие мастерицы. Ну, такие, которые уже умеют довольно сносно владеть спицами, но еще никогда не пробовали себя для плечевых изделий. Я думаю, что этот джемпер вы вполне свяжете, мои хорошие. Итак, выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Для вязания данного джемпера я предлагаю пряжу пушистую, нежную. Называется Ультра Кашемир, фирма Гималай. Это турецкая пряжа, 75% акрила, 25% пушистой альпаки. Шикарная пряжа. Сейчас вам метраж скажу. 50 грамм, 175 метров. Как видите, пряжа просто волшебная. Такая пушистая, необыкновенная. Необыкновенно мягкая. Просто идеально. Пушок какой-то. Знаете, прям один пушок. Да это видно на образце. Ниточку вам показываю. Смотрите, какая пушистенькая. Спицы я использую 4. И вот так выглядит наш узор. Здесь связано 3 раппорта в высоту. У нас, собственно, сам узор будет состоять из вот этого красивого центрального мотива. С 2 сторон будут идти вот такие тоже симпатичные змейки, я их называю в аранском вязании. Так, ну, в общем-то, то, что полотно получается нежное, воздушное и очень мягкое, наверное, не стоит об этом еще раз говорить. Это само собой разумеющееся.
Я думаю, что сюда подойдет любая пряжа с мохером или ангорой. Тоже будет, но только ангора пожестче, конечно, с альпакой не сравнить. Это просто пушок волшебный, нежный, красивый. Так, и как альтернатива, девочки, могла бы вам предложить я пряжу, которая также будет хорошо смотреться в этом узоре. Это пряжа Yarn Art Silk Royal. Она тоже нежная, воздушная, пушистая. Вот видите, да? Тоже очень хорошо смотрится. 50 грамм, 140 метров, в составе 35% вискозный шелк и 65% шерсть мериноса. Вот. Тоже очень хорошая пряжа. Цвет только розовый надо выбрать, ну или вообще какой вам нравится. Пряжа будет, в плотность вы попадете. Мне тоже эта пряжа очень импонирует. Так, ну конечно, вот все-таки лучше взять вот ту, которую вот я вязала образец. Ну и совсем, в общем-то, не пушистая, но нежная и попадете в плотность, это вот эта пряжа. Она недорогая, тоже фирма Yarn Art Merino Deluxe 50. И в ее составе у нас 100 грамм, 280 метров, 50% шерсть, 50% акрил. Пряжа не так пушится, вернее, она вообще мало пушится, но она по толщине будет соответствовать, в принципе, тому, что вот мы наблюдаем в образце. Хорошо будет смотреться в этом слегка, я бы так сказала, рельефном узоре. Да? Очень воздушный узор, красивый, интересный. Просто мне он очень понравился, поэтому я обратила внимание. А на модели он вообще выглядит завораживающе прекрасно. Так, и к тому же в этом узоре не так много как вот этой воздушности, вот этой, знаете, ажурности, да, это тоже вот не каждый любит. Но здесь вот эта ажурность присутствует, но в минимальном количестве. Так, мои хорошие, давайте посмотрим схему. Я нарисовала, сама я ее рисовала по фотографии. Схема у нас узора основного в спинке перед вот таким образом выглядит. Значит, один мотив у нас составляет 18 петель. Именно так я буду сегодня, чтобы нам было понятно, о чем идет речь, я буду вам рассказывать, когда будем распределять узоры, мотив на 18 петлях и мотив на 8 петлях. Это узор, который в аранском вязании называется змейка. Вот, он на 8 петлях вяжется. Так что имейте это в виду, чтобы было понятно. Да? У нас для рукавчиков вот такой будет сегодня узор использоваться. То есть 2 петли у нас всего раппорт в ширину и 12 рядов в высоту. Все затем повторяется. То есть у нас на фоне лицевой глади пустая клеточка – это лицевая петля. И вот эти прямоугольнички, значит, треугольнички прямоугольные, это 2 вместе лицевой с наклоном влево, и кружочек – это накид. То есть вот такие вот мы совершаем сегодня действия при вязании вот этого узора. Итак, дальше у нас идет выкройка. Вот так выглядит выкройка. Все размеры я озвучиваю в расчетной части, которая идет после того, как мы свяжем с вами образец узора и сделаем расчет плотности вязания. Я покажу, как я делаю влажную тепловую обработку образца и как затем мы делаем расчет плотности. Кому интересно, смотрите. И потом у нас составляется вот такая инструкция. Ну, вернее, я ее уже составила и просто выкладываю под видео для вашего удобства. Но я всегда в своем видеопроекте даю подробное объяснение, откуда у меня берутся вот эти петли, да, какая последовательность наших действий при вязании, как сделать расчет скоса рукава, там, допустим, или плеча. Ну, вот в данном случае у нас нет скоса плеча. Ну, просто я вам рассказываю вот это вот, все обосновываю, да, обосновываю, откуда берутся какие циферки у нас в нашем описании. Так, читайте это все под видео, повторюсь, девочки. А сейчас у нас с вами вязание
образца узора. Для вязания образца узора я набрала 36 петель. И мы будем с вами вязать. Смотрите, у нас наш узор будет состоять из двух мотивов. Один мотив 18 петель составляет, и вот эти вот небольшие змейки на 8 петлях вяжутся. Сейчас у нас будет с вами с двух сторон змейки и большой на 18 петлях по центру мотив идет. Наша задача сейчас с вами связать целый раппорт в высоту, который составляет 12 рядов. Я показываю, как вязать первый ряд. Кромочную сняли и вяжем змейку. Значит, у нас первая лицевая, изнаночная. Перекрещиваем с вами в нашей змейке 4 петли налево. Для этого 4 петли снимаем на правую спицу. Первые 2 петли перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами и провязали 4 лицевые. Изнаночная, лицевая. Получается вот такая будет у нас получаться змейки. Дальше накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые. 1, 2, 3. И накид. Мы связали с вами мотив на 18 петлях. И далее опять идет наша змейка на 8 петлях. Лицевая, изнаночная. Перекрещиваем 4 петли налево. Меняем местами первые 2 перед работой. Высвобождаю следующие 2 за работой. И с помощью правой спицы возвращаю их на левую. Перекрестили 4 петли. Все 4 вяжем лицевыми. Изнаночная, лицевая. Мотив со змейкой связали. Далее идет изнаночная. И переворачиваем на изнаночный ряд. Четные ряды мы вяжем, как смотрят петли. Накиды провязываем, девочки, лицевыми. Накиды вяжем лицевыми. Вяжем третий ряд нашего узора. Первый у нас идет змейка. Вяжем змейку на 8 петлях. Лицевая, изнаночная, 4 лицевые, изнаночная, снова лицевая. Связали змейку. Приступаем к мотиву на 18 петлях. Первая петля идет изнаночная, делаем накид, далее вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево и 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, изнаночная. Мотив на 18 петлях связан. Опять у нас змейка. В змейке вяжем лицевая, изнаночная, 4 лицевые. Снова изнаночная, лицевая и кромочная, изнаночная. Связали третий ряд, переворачиваем и четвертый ряд вяжем, как смотрят петли, накиды вяжем лицевыми. Вяжем пятый ряд узора следующим образом. Первая у нас кромочная, изнаночная, лицевая, изнаночная. И сейчас будем перекрещивать 4 петли направо, змейку формировать.
сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 петли у нас за работой, следующие 2 высвобождаем и с помощью правой спицы их возвращаем на левую. Вот так поменяли местами и все 4 провязали лицевыми. Вяжем изнаночная, лицевая. Змейку связали и приступаем к мотиву на 18 петлях. Вяжем 2 изнаночные, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, накид, 2 изнаночные. Связали мотив на 18 петлях. И опять у нас змейка. Лицевая, изнаночная. 4 петли перекрещиваем направо, формируя змейку. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли местами, все 4 провязали лицевыми. Изнаночная, лицевая, кромочная, изнаночная. Связали 5 ряд. В 6 ряду все петли вяжем по узору. Накиды вяжем лицевыми. У нас с вами 7 ряд. Вяжем кромочная, лицевая, изнаночная, 4 лицевые, снова изнаночная, лицевая, змейку связали на 8 петлях и наш мотив на 18 вяжем. 3 изнаночные, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, накид, 3 изнаночные. Связали мотив на 18 петлях. И у нас опять змейка. Лицевая, изнаночная, 4 лицевые, изнаночная, лицевая, кромочная, изнаночная. Вяжу я пушистую пряжу довольно свободно. Вот что у нас уже получается с вами. Очень красивый узор. Переворачиваем. И 8 ряд вяжем, как смотрят петли. 9 ряд у нас с вами. Вяжем. Сейчас будет змейка вязаться. Лицевая, изнаночная. И 4 петли будем перекрещивать мы с вами налево. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 петли перед работой, следующие 2 за работой. Все, поменяли их местами. Все 4 вяжем лицевыми. Хотела бы заострить ваше внимание: изнаночная, лицевая. Смотрите, вот наша змейка, она имеет раппорт узора 8 рядов. И затем повтор раппорта. То есть мотив наш на 18 петлях имеет раппорт 12 рядов. То есть здесь раппорты не совпадают, и вы должны об этом знать, девочки, и помнить. И змеечка ваша будет вязаться не по схеме, да, а отдельно вы должны логически ее вязать. Логически. Так, дальше у нас идет на 18 петлях узор. Мы вяжем с вами 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. Вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее идут у нас снова 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид.
и 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Мотив на 18 петлях связан, осталась змейка. В змейке лицевая, изнаночная, 4 петли перекрещиваем с вами налево и вяжем их как 4 лицевые. Затем идет изнаночная, лицевая, изнаночная. Связали. Вот так у нас смотрится уже узор. Переворачиваем и 10 ряд вяжем, как смотрят петли. 11 ряд у нас с вами, завершающий в раппорте на лицевой стороне. И мы вяжем первую петлю. Значит, сейчас у нас идет змейка, лицевая, изнаночная, затем 4 лицевые, изнаночная, лицевая, и начинается наш мотив на 18 петлях. Вяжем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем 4 петли перекрещиваем с вами направо. Снимаем 4 петли на правую спицу, меняем местами. Первые 2 за работой, следующие 2 перед. Поменяли местами, все 4 вяжем как 4 лицевые. Следующие 4 петли перекрещиваем налево. Сняли 4 петли на правую спицу, первые 2 перед работой, следующие за работой. Поменяли их местами и вяжем как 4 лицевые. Связали. Далее 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Связали. И у нас еще с вами идет лицевая, изнаночная, 4 лицевые, снова изнаночная, лицевая. И это мы вязали с вами змейку. Кромочную вяжем тоже изнаночной. И 12 ряд вяжем, как смотрят петли. На этом раппорт узора заканчивается. И у нас начинается все повтор с первого ряда. Сейчас, после того, как вот я уже связала 3 раппорта, давайте сделаем влажную тепловую обработку образца и измерим плотность вязания. Итак, горячим паром сдаем наш образец. Он становится влажный, и мы его тянем. По вертикали тянем, по горизонтали тянем. Еще разочек. Еще давайте потянем. В таком расправленном виде давайте оставим наш образец сохнуть. Наш образец с вами, девочки, высох. И наша задача сейчас с помощью простой линейки измерить ширину образца, посчитать плотность по вертикали, по горизонтали. Итак, наш образец лежит ровненько. Давайте его вот так встряхнем, как вот тут у нас в естественном состоянии, да, и прикладываем линеечку. 17,5, как ни крути. 36 петель участвует, 36 разделить на 17,5. Получается цифра 2. Все равно 2. Так что вот эти вот полсантиметра роли не сыграли. И мы запишем, что в 1 сантиметре у нас с вами 2 петли по горизонтали. Почему я так скрупулезно вот это все вымеряю? Дело в том, что это очень важные цифры, которые мы будем использовать в дальнейших расчетах. Теперь по вертикали. Давайте также прикладываем нашу линеечку, измеряем высоту образца. 17 сантиметров. 17 сантиметров. И у меня здесь связано 3 раппорта. 3 раппорта. Один раппорт я не довязала, последний изнаночный ряд.
То есть, если 12 на 3, получается 36, а так, по сути, 35. 35 разделить на 17 сантиметров. Вот такая вот у нас по вертикали получается плотность 2. Вот эту выкройку мы будем сегодня с вами использовать в расчетах. Будем составлять описание для российских размеров 46-48 и 50-52. Ширина спинки для первого размера 55 сантиметров, для второго будет 60 сантиметров. Она у нас модель такая довольно свободного кроя, но в классическом варианте. То есть у нас будет пройма и рукав с окатом. Итак, мои хорошие, начинаются детали, все детали вяжутся снизу вверх. Мы формируем планку резинкой 1 на 1 на высоту 7 сантиметров и у рукава, и у спинки переда. Хочу вам сказать, что общую длину изделия я закладываю 60 и 61 сантиметр в зависимости от размера. Вот. То есть эту мерочку вы под себя сами измените. И начинаем с того, что набор петель у нас будет на резинку по спинке переду 102 петли, 112 петель в зависимости от размера. И в последнем изнаночном ряду мы прибавляем равномерно 8 петель, чтобы на спицах оказалось 110 и 120 петель. И затем распределяем петли следующим образом. Я вот здесь нарисовала, девочки, смотрите. Наш узор составлял 18 петель. Это был у нас мотив, который я называла на 18 петлях. И у нас с вами был жгут на 8 петлях. Ну, я его называла в аранском вязании, это змейка такая. Даже это не жгут, это змейка. Вот, этот раппорт 8 петель. Также я рисовала, чтобы вам было понятно, как располагаем узоры. Значит, кромочная, 11 изнаночных, затем у нас идет наша змейка на 8 петлях и 18 петель наш мотив. Опять змейка, мотив, змейка, мотив, змейка, все заканчивается. И опять идет 11 изнаночных, кромочная. Вот, и в сумме это 110 петель дает. Понятно, да? Дальше, второй размер, 120 петель. И здесь у меня распределение узора. По центру я делаю нашу змейку. То есть здесь у нас по центру был мотив на 18 петлях, а здесь будет змейка на 8 петлях. И распределяем узоры следующим образом. Кромочная, 12 изнаночных, 18 петель мотив, 8 змейка, 18 мотив, 8 змейка, 18 мотив, 8 змейка, 18 мотив, 12 изнаночных и кромочная. Всего в сумме 120 петель. Вот так я рекомендую вам, девочки, располагать наши узоры. Вы, конечно, это можете для себя изменить. Почему я сделала здесь изнаночные, а не стала включать пологий узор? Ну, во-первых, узор здесь не помещается, вот здесь уже 18 никак не помещается. А во-вторых, у нас с вами здесь будет пройма закрываться как раз на первый размер 11 петель, на второй 12 петель. Поэтому вот эти изнаночные сокращаются, закрываются, да. И здесь у нас красиво идет наш узор. Никак не страдает узор. Это очень важно. Вот это все запланировать заранее. Итак, как я уже говорила, значит, связали мы на высоту 31 сантиметр узоры и начинаем формировать нашу планку. И начинаем формировать нашу пройму. У меня глубина заложена около 6 сантиметров. При нашей плотности 2, да, то есть в 1 сантиметре 2 петли. Наверное, вам интересно, откуда я вообще вот эти петли взяла. Я не сказала об этом, обычно всегда говорю, а тут не стала говорить. Ну, девочки, у нас с вами плотность, которую мы посчитали, в 1 сантиметре 2 петли, да,
И у нас ширину я озвучил 55-60 сантиметров. 55 умножаем на плотность 2. Получаем 110 петель. 60 сантиметров умножаем на плотность 2. Получаем 120 петель. Вот таким образом это считается. Так же, как и вот здесь глубина проймы. Да? То есть здесь мы с вами то же самое делаем. То есть мы 6 умножаем на 2, получаем 12 петель. А здесь 5,5 умножаем на 2, получаем 11 петель. То есть это у нас глубина нашей проймы. То же самое касается выреза горловины, когда считаем. Если у меня 22 сантиметра вот заложена, да, ширина выреза горловины, 22 мы умножаем на плотность 2, получаем 44 петли, пожалуйста, да? То есть это вот таким образом считается. На вырез горловины на первый размер я сделала 42 петли, на второй я только что сказала 44 петли. И все, что остается, это остаются петли плеч. У меня получается 23 первый размер, 26 петель второй размер. Все. Про вертикальную плотность всегда заостряю внимание. Смотрите, любой вертикальный размер по выкройке переводите сразу в ряды. То есть вот у меня от планки до проймы 31 сантиметр. Пожалуйста, умножайте на вертикальную плотность. В нашем случае это в 1 сантиметре 2 ряда мы считали. То есть мы 31 должны умножить на 2. То есть на высоте 62 ряда от планки приступаем к формированию линии проймы. Как ее красиво сформировать, я описываю в описании, которое выкладываю в виде текста под видео. Там читайте, пожалуйста, будет инструкция по виде текста. Вот. Поэтому здесь я это сейчас не буду рассказывать. Так же, как и для скругления по вырезу горловины, тоже я сейчас не останавливаюсь на этом детально. Вы все сами прочитаете в инструкции. Перед спинка вяжется одинаково, различие лишь в вырезе горловины. У спинки это 2 сантиметра, у нашего переда это 8 сантиметров будет глубина выреза горловины. И на какой высоте мы приступаем к вывязыванию выреза, я тоже рассказываю подробно в инструкции. Пожалуйста, там читайте. А вообще вот эти вот величины, длину изделия, это такой параметр, который должен быть очень индивидуально подобран по вашему желанию, вкусу и по вашему росту. Самое главное, чтобы подходило по вашему росту. И регулируйте, девочки, на выкройке вот эти параметры. Да? То есть вот этот размерчик у вас будет изменяться, вот этот, в зависимости от того, как вы будете менять длину изделия. Давайте сейчас посмотрим рукав. Рукав у нас будет вязаться другим узором. Вот схема этого узора, я тоже его вам рассказывала. Элементарная схема, 2 вместе, лицевой накид вяжется, да? То есть 2 петли у нас раппорт, и высоту это 12 рядов. И затем все повторяется. То есть у нас идет такая горизонтальная ажурная полосочка на фоне лицевой глади. Вот, так что это очень легко, в принципе, связать. Но плотность у этого узора будет несколько другой, чем у этого. У этого узора плотность будет составлять в 1 сантиметре 1,8. Поэтому при расчете рукавчика мы будем руководствоваться другой плотностью. Поэтому, смотрите, самый важный параметр, который мы будем с вами высчитывать у рукавчика, это вот эта ширина. В моем случае я беру 40 сантиметров и 42 сантиметра. Вот это вот параметр, самая широкая часть рукава. И умножаю на плотность 1,8. У меня получается первый размер 72 петли, второй размер 76 петель. Начинаем вязать рукав снизу вверх. У нас с вами здесь будет планка. Набираем 46-48 петель и вяжем резинку 1 на 1 на высоту 7 сантиметров. В последнем изнаночном ряду равномерно прибавляем 20 петель, так, чтобы на спицах оказалось 66 и 68 петель. И далее вот этим узором, который я вам показала, вы вяжете вот этим узором, вы вяжете узор. При этом одновременно надо обращать внимание на то, что по скосу надо делать прибавки равномерные. В моем случае это получились очень маленькое количество петель. То есть
5 и 4 петель всего надо прибавить будет. То есть я из большего числа 72 вычла 66, у меня получилось, давайте вычтем, 72 отнять 66, получается 6, да, то есть 3 петли, да, нам надо всего прибавить 3 петли. И мы с вами давайте, высота скоса у меня получилось 78 рядов, то есть это от планки до оката, это 38,5 сантиметров в моем случае. Я также умножила на вертикальную плотность, умножила на 2, получилось 78 рядов. И еще такой момент, рукав у меня длину будет иметь 59 сантиметров, тоже очень индивидуальная мерка, обязательно под себя, девочки, уделите внимание, чтобы точно, как говорится, наметить себе длину вашего рукавчика. И обязательно посчитайте, сколько у вас будет составлять вот эта часть, то есть скос. Вот, и я на примере вам рассказываю, 38,5 у меня получилось по расчетам, я умножил на плотность 2, получилось 78 рядов. И теперь 3 петли, которые я буду прибавлять по скосу равномерно. 78 давайте разделим на 3. 78 разделить на 3 получится 26. То есть в каждом 26-м ряду мы делаем прибавку справа-слева по одной петле. И так 3 раза. В итоге у нас получится 72 петли. Для второго размера, девочки, получилось 4 петли. То есть также я из 76 отняла внизу 68. У меня получилось 8, поделила на 2 скоса. Получилось на каждый скос 4 петли надо прибавить, да? И мы также 78 разделим на 4. Будет в каждом 19 ряду будем делать прибавки. После того, как мы сделаем все эти прибавки, свяжем 78 рядов. И надо приступать к вязанию оката рукава. Окат рукава я не делаю расчет. Это слишком глубоко и слишком долго на все размеры считать. Я даю вам ссылку на статью, по которой вы сможете самостоятельно сделать этот расчет. Но сразу вам говорю, алгоритм здесь такой, что в первом вот здесь вот первое действие ваше при формировании оката, это будет, вы должны столько же петель закрыть, как и при формировании проймы. Вот, затем у вас идет крутой подъем, приблизительно в каждом втором ряду вы закрываете по одной петле. Затем следующая стадия наступает, в каждом втором ряду вы закрываете по 2 петли, и уже вот здесь в самой пологой части у вас идет закрытие в каждом ряду по 3 петли. И на определенной высоте, в нашем случае там надо посчитать, в общем, закрываются подряд все оставшиеся петли. Это вкратце. Для новичков я рекомендую сделать выкройку в натуральную величину. Она будет у вас, девочки, многоразовая. Вы будете ее применять для других изделий. То есть это не напрасный труд. Вот. И когда будете вязать, будете прикладывать свое полотно к этой выкройке. Это очень удобно. Вот эти точки совмещаете, полотна и выкройки, да, и каждый раз смотрите. Так, ага, вот здесь вот, кажется, надо одну петлю сейчас убавить. Так, а вот здесь уже по 2 надо петли. То есть вам будет понятно, в каком месте вам одну убавлять, в каком 2, а где уже и 3 надо, понимаете? Очень будет это визуально понятно и доступно. Так я училась, меня так учили в советской школе вязания. Так что вот такой вот вам, как говорят, полезный совет. Так, все, мои хорошие, все остальное вы читаете в инструкции под видео. Я думаю, что там читать у нас все умеют, и все прочитайте сами. Я желаю вам удачи, связать эту красоту, и до новых встреч!